Две армии сближаются. До столкновения остается меньше 30 метров. Воины видят лица друг друга, слышат крики, чувствуют, как земля дрожит под ногами тысяч бегущих людей. Еще несколько секунд, и начнется рукопашный бой. Но этих секунд уже не будет, потому что в этот момент римский центурион отдает команду, и сотни рук одновременно поднимают тяжелые копья над головами. 4 секунды. Именно столько времени оставалось у противника до того, как его армия переставала существовать как организованная боевая единица. Не разбитая, не уничтоженная, а просто лишенная возможности сражаться. Щиты превращались в мертвый груз, строй разваливался, воины бросали защиту или пытались держать то, что уже невозможно было держать. И все это за мгновение до того, как легионеры вырезались в них своими мечами. Пилум – это римское метательное копье, оружие, которое выигрывало битвы не в момент столкновения, а за секунды до него. И вот что самое интересное, враги Рима это видели, понимали, копировали конструкцию один в один, но это ничего не меняло. Они проигрывали снова и снова. Почему? Потому что дело было не в копье, дело было в системе, и к концу этого видео ты поймешь, почему современные армии до сих пор используют тот же принцип, который римляне заложили 2000 лет назад. Но сначала нужно разобраться, что вообще происходило в те 4 секунды, которые решали исход сражения. Начнем с момента, когда легионер готовится к броску, потому что то, что он держит в руках, это не просто кусок железа на палке. Когда две армии сближались на расстояние в несколько десятков метров, наступал момент, который определял исход битвы еще до того, как солдаты успевали схлестнуться на мечах. Римский легион делал шаг вперед, и в этот момент сотни воинов одновременно готовились к метанию, сжимая тяжелые копья. Противник видел, как над головами легионеров появляется лес железных дротиков, и понимал, через несколько секунд будет всего два варианта исхода битвы. В головах возникал вопрос, как избежать самой тяжелой участи. Пилум летел не по прямой траектории, как обычное копье, а под углом, приземляясь с такой силой, что щит переставал быть надежной защитой и превращался в мертвый груз. Воин, державший щит застрявшим в нем копьем, оказывался перед выбором: либо продолжать сражаться с практически бесполезным куском дерева в руке, либо бросить единственную защиту прямо перед атакой римской пехоты. Оба варианта означали одно: строй начинал рушиться еще до того, как легионеры достигали вражеских позиций. Армии, которые шли войной на Рим, знали о дисциплине легионеров, видели их вооружение, изучали тактику, но большинство упускало одну деталь. Римляне выигрывали бой не в момент столкновения, а за несколько секунд до него. Этот залп метательных копий не был просто подготовительным этапом сражения. Он был точкой, в которой организованная армия превращалась в толпу дезориентированных воинов, пытающихся понять, что только что произошло. Чтобы разобраться, почему одно метательное копье могло сломать строй целой армии, нужно вернуться к тому моменту, когда легионер готовился к броску. Потому что Пилум был не просто куском железа на деревянной рукояти. Это была продуманная до мелочей инженерная конструкция, в которой каждый элемент имел свою функцию. Римляне не создавали универсального оружия, которое одинаково хорошо работало бы во всех ситуациях. Они разработали целую систему метательных копий, где каждый тип решал конкретную боевую задачу. Археологические находки показывают, что за несколько столетий конструкция Пилум менялась настолько радикально,
что ранние и поздние образцы выглядели как совершенно разное оружие, хотя принцип их применения оставался неизменным. Самые древние экземпляры, обнаруженные в Италии в районе Таламаначо, представляли собой массивные дротики с коротким железным стержнем длиной всего 25-30 см. Этот стержень был толстым, почти как палец взрослого мужчины, и заканчивался широким треугольным наконечником с зазубренными краями. Вес такого оружия достигал 4-5 килограммов, что делало его скорее тяжелым снарядом, чем легким метательным копьем. К первому веку до нашей эры ситуация кардинально изменилась. Находки из Ринья Бласа в Испании показывают, что железный стержень удлинился до 95 сантиметров, стал значительно тоньше, а общая длина оружия достигла почти 2 метров. Крепление железной части к деревянному древку осуществлялось двумя основными способами, каждый из которых имел свои преимущества и недостатки. Первый способ – втульчатое крепление, когда железный стержень заканчивался полой трубкой диаметром всего 13 мм, в которую вставлялась тонкая древка из ясеня. Этот метод был простым в изготовлении, но создавал уязвимое место. При сильном ударе древко могло расколоться или выскочить из втулки. Второй способ оказался более надежным. Железный стержень расплющивался в широкую плоскую пластину с двумя отверстиями под заклепки, а края этой пластины загибались под прямым углом, образуя так называемые крылья, которые плотно охватывали древко и фиксировали всю конструкцию. Находки из Кастелрува в Испании и Шмихеля в Словении показывают, что крылатый тип крепления применялся уже в конце 3 века до нашей эры. Причем археологи обратили внимание на одну интересную деталь. Эти крылья были спроектированы так, чтобы предотвращать изгиб стержня при ударе. Парадокс заключается в том, что античные источники, в частности Плутарх, утверждают обратное, будто бы пилум специально делали так, чтобы он гнулся после попадания в щит. Либо римский историк описывал какой-то конкретный тип оружия, либо археологические находки говорят о том, что изгиб был побочным эффектом конструкции, а не ее основной целью. Вес пилум варьировался в очень широких пределах, в зависимости от назначения. Легкие дротики велитов, известные как хаста велитарис, весили меньше килограмма и предназначались для метания на дальние дистанции до 54 метров. Тяжелые пилумы, которыми вооружались основные силы легиона, весили от 3 до 5 килограммов и метались на гораздо меньшее расстояние, зато обладали разрушительной пробивной силой. Каждый легионер нес с собой 1, максимум 2 таких дротика, потому что это было не оружие для затяжной перестрелки, а точечный инструмент для критического момента боя, того самого залпа, который ломал вражеский строй за секунды до столкновения. И что же общего было у всех успешных армий древности? Они понимали, что побеждает не тот, кто сильнее бьет мечом, а тот, кто лишает противника возможности нормально сражаться еще до начала рукопашной схватки. И вот здесь римляне сделали то, чего не делал никто. Они превратили метательное копье в оружие, которое атаковало не столько тело врага, сколько его способность держать строй. Эффективная дальность броска тяжелого пилум составляла не более 25 метров. И это была не случайная цифра. Это была точка, в которой Центурион отдавал команду на залп, рассчитывая скорость сближения двух армий и время полета копья. Две пехотные формации шли друг на друга,
Их скорость сближения достигала примерно 7 метров в секунду. Особенно на завершающей стадии атаки, когда обе стороны переходили на бег. Цезарь в описании битвы при Фарсале специально отмечал, что атака должна производиться бегом, потому что это воспламеняет боевой дух солдат. В современных терминах речь идет о выбросе адреналина, который делает воинов менее чувствительными к страху и боли. Центурион, командовавший сотней легионеров, должен был отдать приказ на метание примерно за 4 секунды до непосредственного столкновения строев. Это означало, что копья поднимались в воздух, когда между армиями оставалось около 25-30 метров, летели 2-3 секунды и обрушивались на вражеский строй буквально за мгновение до того, как легионеры врезались в противника своими щитами и мечами. Определить этот момент с точностью до секунды в хаосе сражения было невероятно сложной задачей. Возможно, существовало какое-то практическое правило, похожее на то, которое применялось в эпоху ручного огнестрельного оружия. Не стрелять, пока не видны белки глаз врага. Легкие дротики велитов летели значительно дальше, до 54 метров, но их задача была иной. Велиты, легковооруженные воины, без тяжелой брони, завязывали бой на дистанции, осыпая противника градом легких копий, изматывая его и вынуждая преждевременно тратить силы на поддержание строя под постоянным обстрелом. Тяжелые пилумы основных сил легиона работали совершенно по-другому. Они не изматывали, они ломали. Представьте, что происходит, когда на строй из нескольких сотен воинов одновременно обрушивается залп из нескольких сотен тяжелых копий. Это не единичные попадания, которые можно пережить и продолжать держать линию. Это массированный удар, который за 2-3 секунды превращает организованную боевую единицу в толпу дезориентированных людей. Воин, в щит которого воткнулся 5-килограммовый пилум, физически не может продолжать держать этот щит в боевой позиции. Копье тянет щит вниз, мешает маневрировать, цепляется за щиты соседей. И самое главное, вытащить его за те несколько секунд, что остались до столкновения, практически невозможно. Сколько времени нужно, чтобы сломать армию? Ответ: меньше 5 секунд, если ты точно знаешь, когда дать команду. Это не предположение и не преувеличение. Это математика боя, которую римляне довели до совершенства. И именно здесь возникает вопрос, который ставил в тупик историков на протяжении веков. Если эта система настолько эффективна, почему один из величайших римских полководцев решил ее изменить прямо перед решающей битвой? Гай Марий, один из самых успешных римских полководцев конца II века до нашей эры. Перед битвой с кимврами в 101 году до нашей эры приказал изменить конструкцию пилум способом, который казался гениальным на бумаге. Плутарх в своем жизнеописании описывает это решение так: одну из двух металлических заклепок, крепивших древко к железному стержню, заменили деревянным штырьком. Расчет был прост: при ударе о щит деревянная часть ломается, древко повисает на одной оставшейся заклепке. Вся конструкция теряет жесткость и начинает волочиться по земле, оставаясь при этом застрявшей в щите врага. Тактический смысл этого изменения выглядел безупречно. Противник получал не просто застрявшее в щите копье, а активную помеху, которая цеплялась за землю при каждом движении, делая щит
абсолютно непригодным для боя. Более того, сломанное копье нельзя было быстро выдернуть и метнуть обратно, что полностью исключало риск переиспользования римского оружия против самих легионеров. В теории это было усовершенствование уже эффективной системы. Самниты – один из самых упорных противников Рима в войнах IV и III веков до нашей эры. Использовали метательные копья, конструктивно близкие к пилум. Находка из Помарико Векьо в Южной Италии, датируемая второй половиной IV века до нашей эры, была обнаружена вместе с характерным крючком от самнитского пояса, что дает основание предполагать самнитское происхождение этого типа оружия. Возможно, римляне вообще не изобретали пилум с нуля, а переняли базовую концепцию у своих противников и довели ее до совершенства через десятилетия боевого применения и технологических улучшений. Поздние варварские армии, сражавшиеся с Римом в период упадка империи, также применяли метательные копья по конструкции, напоминающие пилум. Находки в Северной Германии, в частности в Оберрадене, показывают, что германские племена не просто подбирали римское оружие на поле боя, но и производили собственные аналоги, адаптируя конструкцию под свои возможности и ресурсы. У них были кузнецы, способные выковать длинный железный стержень. У них были мастера, понимавшие, как крепить железо к дереву. У них было понимание того, что метательное копье, застрявшее в щите, делает этот щит бесполезным. Проблема заключалась не в технологии, проблема была в системе ее применения. Пилум требовал синхронного залпа нескольких сотен воинов в точно рассчитанный момент времени, когда между строями оставалось около 25 метров и до столкновения оставалось 4 секунды. Это означало, что Центурион должен был уметь определить этот момент в хаосе сближающихся армий. Легионеры должны были одновременно отреагировать на команду, метнуть копье под правильным углом, а затем мгновенно перестроиться для рукопашной схватки. Ни одна из этих задач не решалась наличием правильного изготовленного копья. Они решались годами муштры, жесткой дисциплиной и отработанной до автоматизма координации действий всей боевой единицы. Варварские армии могли иметь воинов, способных метнуть копье на 25 метров и попасть в цель, но они не могли обеспечить одновременный залп 200 копий в один и тот же момент времени. Их строй не обладал той внутренней синхронизацией, которая позволяла легиону действовать как единый организм. Когда несколько десятков воинов метают копья в разное время, с разных дистанций и под разными углами, противник получает не массированный удар, ломающий строй за секунды, а серию единичных попаданий, которые можно пережить, сохранив боевую структуру. Производство пилум требовало значительных ресурсов. Железный стержень длиной до метра был дорогим удовольствием в эпоху, когда железо ценилось на вес золота. Римская империя обладала развитой металлургической промышленностью, системой государственных мастерских и логистикой, способной обеспечить легионы стандартизированным вооружением. Варварские племена таких ресурсов не имели. Каждое копье изготавливалось индивидуально. Качество варьировалось от кузнеца к кузнецу, а масштабы производства не позволяли вооружать пилумами всю армию. В результате даже те племена, которые копировали конструкцию, могли оснастить этим оружием лишь ограниченное число воинов,
что делало невозможным тот самый массированный залп, в котором и заключалась вся сила римской тактики. Варвары могли подобрать римский пилум после боя, могли изучить его конструкцию, могли даже научиться его изготавливать, но они не могли встроить его в систему боя, основанную на железной дисциплине и математически точных расчетах времени. Копирование технологии без копирования организационной структуры, которая эту технологию применяет, давало нулевой эффект. Это был не вопрос знания или умения, это был вопрос того, как устроена армия на самом глубоком уровне. И когда эта система работала безупречно, когда легион действовал именно так, как его учили, результаты были разрушительными. Принцип, заложенный в пилум, звучит просто. Не обязательно уничтожить противника, достаточно лишить его возможности нормально сражаться. Щит с застрявшим копьем превращается из защиты в обузу. Строй с дезорганизованными воинами перестает быть строем. И армия, которая не может держать линию, уже не армия. Это не философия, это математика войны, которую римляне понимали лучше всех. 2000 лет прошло с тех пор, как последний римский легионер метнул пилум в бою. Но принцип, заложенный в этом оружии, никуда не исчез. И если ты досмотрел до этого момента, значит ты понял не просто историю древнего оружия, ты понял, как работает война на самом глубоком уровне, как несколько секунд решают исход битвы, как технология без системы – это просто железо, и как принципы, выработанные тысячи лет назад, продолжают определять, кто победит сегодня. Если это видео заставило тебя взглянуть на историю под другим углом, поставь лайк, это реально поможет каналу развиться. Подписывайся, если хочешь больше разборов того, как на самом деле работали вещи, о которых все думают, что знают. И обязательно напиши в комментариях, какое древнее оружие или тактику разобрать следующим. Увидимся в следующем видео. И помни, иногда важнее сломать инструмент противника, чем самого противника.